Приветствую зрителей канала. Более 3,5 лет я использую в моих видеокамерах карты памяти под брендом Kingston. Первая модель, приобретенная в белорусской сети магазинов «Пятый элемент» за $21, стала microSD карта Canvas Select Plus объемом 128 гигабайт. Сегодня обзор на карту памяти этой же серии в сравнении с моделью Canvas Go Plus формата SD. Все ссылки на товар и магазин я размещу в описании. Прошу оценить это видео и подписаться на канал. Напомню, а может кого-то и просвещу, что у этого бренда есть несколько серий карт памяти. Для использования в бытовой технике это Canvas Select Plus, Canvas Go Plus и Endurance. Из них для видеосъемки в 4К потребуется карта серии Canvas Go Plus. Для видеорегистраторов и камер видеонаблюдения рекомендуется серия Endurance, что переводится как выносливость. Существует серия карт памяти для использования не в бытовой, а в профессиональной аппаратуре. Это Canvas React Plus, позволяющая записывать видео в разрешении до 8К. И имеется серия для промышленных нужд, для работы в экстремальном температурном режиме с соответствующим названием Industrial, то есть промышленный. Подробнее ознакомиться с этим брендом можно по ссылке на официальный сайт в описании видеоролика. У меня карта памяти microSD с адаптером серии Canvas Select Plus объемом 64 гигабайта. Точно такая же карта у меня уже была в пользовании, вот она распечатанная, но здесь объем 128 гигабайт. Эту карту я приобрел за $7, она имеет средние параметры скорости и, судя по зеленой эмблеме в углу, карта памяти оптимизирована для использования в гаджетах под управлением операционной системы Android. Соответственно, заявлен класс производительности Application Speed A1. Это скорость отклика в приложении. А также здесь указана линейная скорость чтения до 100 мегабайт в секунду. То есть она годится, судя по этим пиктограммам, для видеозаписи в разрешении Full HD в камерах, подобных PowerShot от Canon, использования в навигаторе, смартфоне, фотокамере, планшете. Несмотря на заявленные назначения, я все же использую подобную карту памяти в бытовой видеокамере, снимающей в максимальном разрешении Full HD. MicroSD карта изготовлена в Тайване, и ее обозначение CDCS2. 3,5 года тому назад я снимал обзор на карту этой серии объемом 128 гигабайт. С ним можно ознакомиться по ссылке на экране вашего смартфона и в конце этого видеоролика. Вторая карта Kingston Canvas Go Plus объемом 128 гигабайт. Ее цена в 2 раза выше, $15. Да, за 3 года карты значительно подешевели. Полноформатная карта памяти SD с заявленной последовательной скоростью чтения до 170 мегабайт в секунду. Так как эта карта памяти приобреталась мной для использования в камере, позволяющей сохранять видеоконтент в разрешении 4К, то здесь меня интересует ее рейтинг U3 и класс скорости видео V30. Это означает, что минимальная скорость видеозаписи на эту карту памяти от 30 мегабайт в секунду. И судя по этим пиктограммам, она рекомендована для записи видео в разрешении 4К в видеокамере, экшн-камере, камере квадрокоптера, для серийной съемки фотокамерой, а также в ноутбуке, компьютере и смартфоне. На ее лицевой стороне имеется защитная вот такая голограмма, на которой под определенным углом можно различить такое же изображение логотипа. Это человеческая голова со спиленной черепной коробкой. Изготовлена карта памяти также в Тайване. И ее обозначение SD-G3. Обе карты памяти, кстати, имеют пожизненную гарантию. Ну а сейчас распечатаю, вскрою эти две карты памяти, чтобы провести тесты. Для оценки скоростных параметров обеих карт памяти буду использовать картридер Ugreen CM185 в алюминиевом корпусе с интерфейсом USB 3.0, который я приобрел на AliExpress за $8, и программные утилиты Crystal Disk Mark 804 и Anvil Storage 1.1.0. Карты буду тестировать поочередно, чтобы не нагружать интерфейс и получить корректные результаты скорости. Но сначала отформатирую обе карты памяти. По умолчанию файловая система EXFAT. Итак, погнали.
В итоге получил значительные результаты скорости. Они представлены на экране. Вверху для карты памяти формата SD серии Canvas Go Plus объемом 128 ГБ. Хотя не удалось достичь через этот картридер линейной скорости чтения 170 МБ в секунду, но все же значение ее очень высокое. А скорость записи более 89 МБ в секунду я получил впервые при тестировании на этом ноутбуке различных карт памяти. В левой таблице видно, что число операций ввода-вывода в секунду для чтения, это серый столбец сверху, более 2400, а для записи тот же столбец, но снизу, превышает 1300, что позволяет использовать эту карту памяти в Android устройстве для работы с приложениями. Если это значение превышает 1500 для чтения и 500 соответственно для записи, то карта памяти действительно соответствует классу скорости A1. Ниже представлены результаты тестирования карты памяти microSD серии Canvas Select Plus объемом 64 ГБ, из которых видно, что она уступает почти в 2 раза только значению линейной скорости записи карте Canvas Go Plus. А утилита Anvil Storage 1.1.0 также подтвердила класс производительности этой карты памяти A1, так как число операций ввода-вывода превышает 1500 при чтении и 500 при записи. Карту памяти Kingston формата SD объемом 128 ГБ и серии Canvas Go Plus я в настоящий момент использую в видеокамере Panasonic HC-VXF1, на которой снимаю это видео. Поэтому, если вы меня видите, значит карта памяти работает. Память же объемом 64 ГБ серии Canvas Select Plus храню про запас. Подобную карту я использую уже более 3 лет в моей видеокамере Panasonic HC-V770, которая позволяет снимать в максимальном разрешении Full HD. 3 года срок небольшой, но и замечаний к подобной карте памяти у меня нет. Пишет без потерь данных и без тормозов. Использовать карты этого бренда в камкордерах и смартфонах можно. И цены на них даже в офлайн-магазинах сейчас доступны. Повторю, $7 за объем 64 ГБ и около $15 за 128 ГБ. Свои предложения оставляйте в комментарии, ваши пожелания буду учитывать в моих будущих видео. Спасибо за просмотр и обязательно встретимся на канале. Пока!